Добрый день, девочки. Снимаю вам видео. Такое настроение паршивое. Петрифу. Да, ребят, я тоже плачу, но скорее от смеха. Знаете, я ведь крайне редко высказываюсь о чем-то, что мне не нравится. Типа, зачем тратить время на это, если предмет ненависти не является частью какой-то рубрики или тому подобное. Но тут решил записать целый видос, потому что меня бесит происходящее. Я сначала был в шоке, потом во мне умер оптимист, а следом за ним и несчастный ребенок, который когда-то боготворил эти игры. Я вот всегда стараюсь ко всему относиться с оптимизмом. Типа вышел трейлер переиздания, на ютубе появилась куча видео о том, какой он ужасный. А я сидел и, как обычно, думал, ну зачем торопиться, вот выйдет игра и тогда посмотрим. Ага, посмотрел, блин, теперь стою в очереди, чтобы покидаться грязью. Но для начала давайте поговорим о хорошем, небольшая интеграция. Хочу познакомить вас с 4К проектором BenQ, заточенным под игровые консоли и оснащенным поддержкой Android TV. Многие же мечтают о кинотеатре прямо у себя дома, и в наше время такая мечта вполне воплотима. Проектор обеспечивает 4К изображение диагональю в 120 дюймов и яркостью 3000 люмен. Плюсом имеется регулировка поворота, а значит комфортный просмотр фильмов и видео прямо дома на диване обеспечен. Также проектор выводит изображение в 100 дюймов с расстояния всего 2 метра, это его уникальная фишка. Геймеров порадует минимальная задержка изображения и поддержка HDR игр. С проектором вы без проблем сможете играть в шутеры и файтинги, не переживая о кадрах, а игры с открытым миром покажутся чем-то невероятным с погружением, которое обеспечивает проектор. При этом не будет никаких проблем с настройкой, подключаем консоли, запускаем и играем. За счет диагонали и качества картинки игры для компаний, например на свитче, станут веселее, а одиночные проекты увлекут гораздо сильнее. Ссылка на игровой проектор BenQ TK700 STI с минимальной задержкой 4К и поддержкой HDR в описании. А мы продолжаем. Сейчас я постараюсь пройтись по множеству пунктов, но прошу вас держать в голове, что помимо прочего, я еще и на свитче играл на лайте, и там отдельная глава на тему оптимизации. На сегодняшний день ценник у демастера GTA в eShop 5400. Впервые в жизни такое говорю, но, ребят, если еще не купили, но хотите, пожалуйста, одумайтесь, не надо. А теперь давайте по порядку. Прямо говоря, до 11 ноября 2021 года Rockstar были чуть ли не единственной большой компанией, в чьей репутации игроки могли не сомневаться. Даже скандалы, царившие вокруг серии GTA и других франшиз, как правило, шли только на пользу популярности. И пусть за ремастер не ответственна конкретно та же студия, что создавала оригинальную трилогию, но это не снимает ответственности ни с них, ни с издателя. Давайте вспомним, первым звоночком к выходу ремастеров стало то, что издатель Take-Two взялся за модификации и запрещал модерам переносить старые игры на новый движок, то есть миссии, города и так далее. Это началось еще в июле прошлого года, моды подверглись массовым банам и, конечно, сообщество резонно предположило, что, судя по всему, назревает официальный ремастер. Плюс ко всему банили из-за моды, связанные с сериями Bully и Manhunt, так что фанаты этих франшиз тоже крепитесь. Сейчас можно с уверенностью сказать, что издатель очевидно понимал, какую херню они творят с ремастерами, и что фанатские работы на энтузиазме получились-то ничем не хуже, а иногда и в разы лучше, они еще и бесплатные. И, кстати, поступок очень подлый, потому что много лет назад они сами дали инструментарий для создания модов, а теперь раскидались банами. У меня в голове простая картинка, типа увидели, что можно неплохо заработать на ремастерах, фанатам это интересно, значит отбираем у них то, что было бесплатно, поганим это и возвращаем обратно за full прайс. Ну, свинский поступок. И тут в цене не главный вопрос на самом деле, по крайней мере мне не жалко заплатить 5-6 тысяч за нормальный проект, даже за ремастер 3 игр более чем 15-летней давности, лишь бы это действительно был ремастер и хотя бы играбельный сборник. Но, к сожалению, это не про GTA Definitive Edition. Ремастер — это ведь по идее улучшение какого-то устаревшего проекта, и логично предположить, что изменения коснутся не только визуальной части, но и некоторых механик. Как бы мы ни любили старые игры, сейчас в них далеко не так увлекательно играть. Запуская оригинальные GTA 3 и Vice City, чтобы отснять футажи для историй, я постоянно ловил себя на мысли о том, что в наше время анимации персонажей выглядят очень устаревшими, стрельба совсем не чувствуется, да и звуки не мешало бы освежить. Что из этого исправил ремастер? Верно, ничего. Персонажи NPC по-прежнему двигаются как идиоты, и если тогда это воспринималось нормально, то сейчас, в конце 2021 года, на это смешно смотреть. Настолько смешно, что многие даже тиктоки всякие снимают, пародируя походку какой-нибудь девицы из GTA.
и она никуда не исчезла. И вот тут я даже не хочу ничего слышать про «это же ремастер, а не ремейк» и так далее. Нифига это так не работает. Игру перенесли на новый движок, но сохранили анимации со старого. То есть они прямо своими ручонками заставили персонажей двигаться так же, копируя старые анимации в ремастер. И как ни крути, в современном проекте это выглядит очень убого. Причем никто не попытался исправить старые косяки. Вот, например, здесь Си-Джей заехал в укромное место с девушкой, машина начинает трястись, персонажи издают соответствующие звуки, но камера позволяет заглянуть в салон и увидеть, что они просто сидят. В 2004 году это окей, в 2021 это, беда. Хоть бы спинки сидений отклонили или нормально залочили камеру, чтобы нельзя было заглянуть в салон. Так ладно бы они просто оставили все как было, но нет же, сделали еще хуже. Я искренне не понимаю, что с коллизиями в этой игре. Двери автомобилей их просто не имеют. Персонажи, столбы и прочее проходят сквозь двери, и это проблема всех 3 игр. Зато повсюду полно невидимых объектов с коллизией. Какие-то призрачные стены, ну охереть теперь. Что за мистика-то? Это что, Silent Hill? И обратите внимание, что большая часть машин внутри не имеют текстуры. Салон автомобиля это просто черная дыра. В 2002 текстуры были, в 2021 видимо не нужны, они куда-то пропали вместе с весомой частью музыки на радио. Я понимаю авторские права и так далее, но и видимо Take-Two такая бедная компания раз решила не платить за ту же самую музыку. Только почему тогда сборник называется Definitive Edition, то есть окончательное, максимально полное издание, если оно нифига не полное, с большой вырезанной частью контента. Это касается не только музыки, но и некоторых реплик и анимаций. А по радио на Flash FM, по-моему, крутят одни и те же 7-10 треков, а их и так-то было немного. При этом общее качество звука на уровне начала нулевых. Иногда, знаете, даже слышен этот песочек во время диалогов персонажей, небольшая хрипотца в звуке. И мне интересно, они вообще хоть что-то по этой части пытались исправить? Сборник, напомню, вышел 11 ноября, но через пару часов он пропал из продажи на официальном сайте. На следующий день выяснилось, что трилогию изъяли из продажи не для того, чтобы что-то пофиксить, а чтобы вырезать часть музыки и скрипт миссии Hot Coffee, господи боже. Если не знаете, эта скандальная миссия, или даже мини-игра, была вырезана из оригинальной San Andreas. В ней нужно было отыгрывать половой акт. В оригинале мини-игру отключили, но файлы оставили, и спустя время модеры предоставили игрокам к ней доступ. Так вот, в ремастере San Andreas сохранились коды этой мини-игры опять. Это же как нужно было вести процесс? Неужели они просто взяли старую игру и поставили на новые лыжи? Знаете, я, конечно, не ждал ремастера на движке 5 GTA, но надеялся, что в плане механик игры расширятся. Но фактически новые механики — это кольца выбора оружия и радиостанции из GTA 5. Все. Томми и Клод, кстати, так и не умеют плавать, зато научились ходить по дну, собирать ракушки. Вообще никаких изменений в лучшую сторону нет. Помните миссию с вертолетиком? После ее прохождения вот это здание взрывалось, и разбитое стекло выглядело малость неестественно. И в ремастере такая же ситуация, один в один. Так в 2021 году выглядит разрушенное здание со стеклом на стенах. Причем в этот момент у меня началась внутренняя истерика. Напомню, я играю на свитче Lite, и там в этот момент экран выдавал максимум 5 кадров в секунду, прямо странное слайд-шоу. Вообще непонятно, они сами-то играли в то, что продается за full прайс. На свитче играть почти невозможно в прямом смысле. Во время ходьбы без динамики, дай бог, стабильные 20 кадров. Если сесть в авто, то нормально управлять им не получится, потому что в среднем 15 FPS, даже в GTA 3. А если начинается перестрелка, взрывы и вот это все, то вообще лучше отложить геймпад и заплакать. И отдельная история с багами, которыми я перебиваю все видео. Такого я еще никогда в жизни не видел, только слышал. Проезжая этот дом, я несколько раз видел, как NPC спавнятся под столбом. Всегда разные, но они падают в одно и то же место. На улицах часто происходит какая-то вакханалия, NPC убивают друг друга, машины сносят персонажа. Они, начинают драться прямо во время кат-сцен. Может, запишем это в плюсы? Типа мир стал живее, а? И возможностей больше, теперь летать на транспорте можно без всяких читов. Вот, например, на этом погрузчике. Персонажи постоянно проваливаются сквозь текстуры, как во время таких факапов, так и просто на тротуарах во время ходьбы. Столбы проваливаются в асфальт, персонажи ходят сквозь стены, и на это невозможно не обращать внимания, это мешает играть. Уже молчу о погружении и какой-то атмосфере. В атмосферу максимум можно улететь. Отдельного упоминания стоит спринт. Я раньше никогда не играл в GTA на консолях, но на ПК можно было заставить персонажа бежать зажатием соответствующей кнопки.
Здесь эту кнопку нужно нажимать многократно, при этом, естественно, не получится управлять камерой и задавать нужное направление, и персонаж бежит как сраный Пэкмен по прямой траектории. Вот зачем это? А еще меня рассмешила локализация в Сан-Андреас. Это, конечно, уже придирка, и явно перевод был просто скопирован, но я впервые вижу, чтобы Свита называли красавчиком. Сижу такой, думаю, а сейчас появится Big Smoke, как его назовете? Большой дым? А они меня переиграли. Big Smoke в официальной российской локализации – паровоз. Охереть теперь. Я не знаю, может это не новость, но я столкнулся с этим впервые. Спасибо хоть за то, что не вернули потраченный перевод. Резюмируя, могу сказать только то, что демастер трилогии с подзаголовком Definitive Edition, на который он не имеет права, не стоит внимания и уж тем более денег, особенно на свитче. Ненавижу принимать позицию душного хейтера, но невольно приходится. Ведь этот сборник не справляется с задачей ремастера, он фактически ничего не делает лучше, а только портит то, что хоть как-то работало. Это, как говорят, плевок в лицо фанатов, за который просят стандартную сумму. И неудивительно, что у трилогии такие рейтинги. Только смешно, что не так давно Штраус Зельник из Take-Two упрекнул CD Projekt за сырой киберпанк, а сам чё-то не доглядел за проектом своего издательства. Позорище. Короче, не покупайте, ребят, даже не качайте на халяву, потому что сборник не стоит тупо даже времени, чтобы играть в него. Это мусор абсолютно по каждому пункту.